Добрый день, меня зовут Александр. Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас 14 августа, на календаре пятница. И утро пятницы приветствует нас хорошей погодой. Не сказать, чтобы душно или жарко. Такое прохладное чуть-чуть утречко. Ну, то есть уже начинается вот эти холодное утро, жаркий день. Сегодня по прогнозу погоды 30 градусов на день. А в субботу, завтра тоже 30-ка. А затем уже в воскресенье будет дождь, там 24. Ну и дальше холодная погода. Поэтому морально готовлюсь, что по утрам будет прохладно, надо будет, когда ролики снимать, чтобы камера не замерзла. Сегодня опять по левой стороне пойдем, потому что сколько раз уже на правой снимали. Сегодня хочу рассказать про то, как я заказал новую лампу для нового стола, а также как немного разбирался с тем, что мне второй раз квитанция пришла на Сбербанк. Начнем с лампы. Когда я новый стол поставил, то возникла такая потребность, что освещать стол, потому что получилось темное место какое-то, особенно вечером. То есть стол стоит сейчас в углу, и, соответственно, плохо освещается. И когда сидишь за компьютером, например, то есть там ноутбук будет стоять у меня, и второй монитор подключен. Чтобы хорошо было видно вообще, что набираешь, и вообще, чтобы место освещенное было. Начал искать лампу, которая подходила бы и... О, смотрите, какие у нас тут ямы. Классно. Начал искать лампу, которая и будет освещать рабочее пространство, и также подойдет для распаковок каких-то, которая позволит типа как без теней снимать какие-то распаковки. Начал искать, и в поиске выходила лампа, которая состоит из двух, как сказать, из двух не рожков, с двух частей, короче. То есть две лампы являются одной. То есть можно выпрямить две лампы, разогнуть и выпрямить в одну прямую, будет одна такая длинная, а можно их делать разные направления, поворачивать там, короче. И сама эта лампа на штативе идет. То есть штатив, который поворачивается, крепится к столу. И, соответственно, можно нормально освещать рабочее пространство. Там регулируется яркость, регулируется теплота света, то есть вот эти с помощью пульта. И лампа также в цвет стола, то есть белого цвета. Сначала я думал черную взять, а потом все-таки склонился к белой. Хотя не люблю вообще белый цвет, в принципе, потому что он через какое-то время становится черным. Не знаю, как у других людей в квартирах белоснежное все остается белым. У меня все белое становится черным. Вот. Поэтому лампа по отзывам, в принципе, прикольная. Понятное дело, что за такие деньги, которые я взял, скорее всего, она будет мерцать, потому что я не знаю, как
найти не мерцающую лампу в плане светодиодную, потому что там, как я понимаю, все равно все происходит. Все равно происходит переключение этих светодиодов какое-то количество раз в секунду. Человеческий глаз это не видит, но воздействие на мозг это прям оказывает. То есть, а как узнать, будет ли мерцать или не будет мерцать? Надо как-то проверять это. А не купив, ты не проверишь это, соответственно. Никакой производитель не будет указывать в ТТХ своего изделия, что оно мерцает и типа негативно влияет на здоровье. Потому что иначе тогда никто покупать не будет. Ну просто это банальная электротехника. Насколько я понимаю, чтобы убрать вот эти все мерцания, надо специально там что-то дорабатывать со стороны схемотехники устройства. Никто на это не хочет идти на дополнительные какие-то издержки. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Если кто электронщики есть, напишите, как это в принципе работает. Потому что я на ютубе смотрел видео с YouTube канала, по-моему, вот могу сейчас ошибиться точно, фамилия Коржевский, по-моему, или Корженевский. Такой инженер советский, который собирает свои устройства, ремонтирует аудиоусилители разные. Вот он рассказывал про как раз таки мерцание телевизоров, там, лампочек и так далее. То есть я у него на канале смотрел. Вот. Чем еще хороша эта лампа? Тем, что можно будет одну половинку лампы направлять на рабочее пространство, там где ноутбук, например, там, да, там где клавиатура будет, а вторую половину поворачивать куда хочешь, в принципе. То есть можно делать приглушенный свет, не обязательно сами вот эти вот лампы поворачивать горизонтально, чтобы вниз они светили. То есть можно развернуть, там полностью крепление поворачивается, то есть можно развернуть на стену, например, чтобы сделать более приглушенный свет. В принципе, удобно в этом плане. Также со стороны подсветки распаковки. То есть сейчас, когда мало будет дневного света, вечер будет наступать гораздо раньше. В 5-6 уже темнеть начнет. Соответственно, можно использовать его как источник освещения для распаковки на столе. То есть лампа достаточно яркая, судя по комментариям, яркость у нее большая. Единственное, что меня беспокоит, что в обзорах, в отзывах люди писали, что при большой яркости греется очень хорошо. То есть вот эти светодиоды, они же нагреваются. То есть физику никто не может отменить на нашей планете. То есть если энергия, если что-то, как говорится, дает энергию, то оно нагревается. То есть без этого никак. Потери тепла, отвод тепла — это основная вообще задача любого конструирования любых устройств. Первоочередная задача — это куда деть появляющееся тепло. Если бы тепло не выделялось, это было бы, мне кажется, идеальное время для всяких инженеров, которые конструируют, изобретают что-то. Поэтому, да, светодиоды очень сильно греются. Ну, посмотрим, нужна ли вообще максимальная яркость. Скорее всего, максимальная яркость будет нужна при распаковках, где надо максимально тень убрать.
А при обычной работе, наверное, максимально не нужна. Можно выкрутить, там какой-то режим поставить послабже. Также я смотрел еще разные кольцевые лампы. Писали в отзывах, что кольцевая лампа именно дает эффект без тени, то есть позволяет в центр ставить распаковываемый товар обозреваемый, и кольцо света просто убирает вокруг тень. Но что-то я посмотрел, поискал. Такие лампы либо очень дорогие, либо они какие-то маленькие, что ли. А очень дорогие я пока... Что мне неохота деньги тратить. Потому что пока не понимаю вообще, как это будет работать. Есть еще там различные напольные. Свет прям специальный. Ну, не профессиональный, а а-ля профессиональный. То есть прям здоровые такие светильники, которые точно тень любую уберут. Также советуют делать 2 источника света, чтобы тень убрать. Делать источник света справа-слева, чтобы вот эти вот эффект тени, он просто убрался, потому что 2 источника света друг напротив друга будут бить. И, соответственно, любую тень уберут. Это еще предстоит поэкспериментировать. Когда новая лампа придет, буду пробовать разные варианты. Потому что пока непонятно, хватит ли одной, будет ли она работать 100%. То есть все надо попробовать, чтобы удостовериться, что верная покупка. Когда она придет, сделаю распаковку, покажу ее. Потому что самому интересно конструкция. Такой полностью поворотной лампы у меня никогда не было. У меня сейчас на данный момент тоже светодиодный светильник на кронштейне, но он один, то есть одна сплошная лампа. Нет разделения какого-то на несколько половинок там и так далее. И вот сравню, что лучше, новый или старый, так сказать. Так, что еще хотел сказать? Хотел рассказать про квитанции. Короче, первый раз с таким столкнулся. Не знаю, у кого было такое, пишите в комментариях. Пришла квитанция за обслуживание жилого помещения, то есть от управляющей компании. Пришла в бумажном виде. Где-то месяц назад. Я, соответственно, все квитанции оплачиваю через Сбербанк онлайн. Там сканирую QR-код. И таким образом оплачиваю. Я эту квитанцию оплатил. И все, как бы, и забыл про это. Проходит месяц. У меня в Сбербанк онлайн, как обычно, появляются уведомления о том, что есть новые квитанции на оплату ЖКХ. И они высвечиваются вверху, как плашки такие просто, что ты по ним можешь нажать и быстро перейти в электронную оплату. И среди этих уведомлений также был квитанция на за оплату этого содержания жилья. И причем, что сумма совпадает с той, которую я уже оплачивал. Я нажал на нее, и внутри был тот же самый месяц указан оплаты. То есть июль 26 года. И я как бы не понял немного, а зачем мне опять пришла вот эта вот возможность оплаты. То есть, чтобы вы понимали, до этого всегда, когда
такие электронные штуки приходили, они исчезали после того, как я оплачивал бумажную квитанцию. То есть я изначально не оплачиваю электронно то, что у меня вот вылазит в уведомлениях, а жду, когда придет бумажная квитанция. Соответственно, когда я бумажную квитанцию оплачивал через Сбербанк онлайн, это уведомление электронное исчезало. То есть, получается, я оплатил, ресурсоснабжающая компания получила мой платеж, и, соответственно, как я понимаю, в Сбербанке онлайн приходит обратно этот вот callback о том, что можно убрать эту платежку. В этот раз такого не произошло. То есть все квитанции исчезли после оплаты, а эта квитанция осталась висеть в уведомлении. И вот тут как бы у меня вопрос возник, куда мне звонить-то, узнавать, почему мне, зачем мне пришло второй раз уведомление об оплате того, чего я уже оплатил. Потому что я зашел еще раз в историю платежей, думал, может быть, я подумал, что оплатил, а на самом деле не оплатил это, и поэтому у меня высвечивается. Но нет, в истории платежей отображается, что оплата произошла, там такая-то квитанция за такой-то месяц. То есть как бы все сделано. Ох, ничего себе. Новый асфальт положили. Ёлки-палки. Вот это, да? С ума сойти. Лет 20 здесь не было нового асфальта. Да какой 20? Больше, наверное. Вот так вот, друзья, что-то меняется перед выборами. Надо почаще выборы проводить, чтобы больше делали улучшений инфраструктуры нашей. Так, о чем я? Да, квитанции. Короче, кому звонить-то, выяснять. Я попробовал набрать управляющую компанию. Естественно, что никто трубки не взял. Несколько раз пробовал набрать. Трубку не берут, потому что... а зачем трубки брать? Какие-то люди звонят, там мешают, отвлекают от работы. Не до них сейчас. Я просто хотел узнать, уточнить, дошел ли платеж в управляющую компанию, потому что если платеж дошел, тогда уже понятно будет цепочка, что какая-то произошла ошибка в приложении Сбербанка. Скорее всего, надо будет ногами прийти туда. Они трубки не берут, потому что, видимо, заняты очень сильно. Поэтому нужно лично. У нас в России так принято, что надо ногами приходить на поклон во все организации. Потому что очень заняты, все работают. Им не до звонков, не до ответов на звонки. Поэтому надо руки в ноги, идти туда пешком, разговаривать вживую с живыми людьми. Вот. То есть практика пока такая еще остается. Еще не все в электронный вид перевели. Вот, цифровизация еще не дошла полностью, не покрыла всю страну. Соответственно, надо будет сходить, наверное, в понедельник или когда у меня будет свободное время, и узнать. А пока что я вчера позвонил в Сбербанк на горячую линию и у оператора спросил, почему такая штука происходит. Первый раз такое, что квитанция повторно присылается, хотя я ее оплатил. Она говорит, что, скорее всего, до ресурсоснабжающей организации не дошел платеж. Как мог не дойти платеж-то? Что за бред? И поэтому еще до сих пор уведомление висит. И мне сказали, что вы паритесь, просто закройте его. Я говорю, а что, так можно было, так можно было сделать? Он говорит, да. Просто жмете 3 точки рядом с платежом. И там будет либо удалить этот платеж, либо скрыть его
Там такие интересные кнопки. Есть полностью удалить. Внизу, когда 3 точки жмешь возле платежа, открывается маленькое подменю, и там будет внизу удалить платеж красным. А чуть выше белым написано скрыть платеж этот, но уведомить, когда появится такой же за следующий период. Как хитро сделана у них кнопка. Что-то такую ручку делал из программистов. То есть специально придумали такая логика бизнесовая интересная. Скрыть, но уведомить, когда будет следующий. Очень интересно. Вот. Ну, естественно, я ее нажал, потому что мне нужно, чтобы приходили в следующий раз опять уведомления. Посмотрим. Главное, чтобы не оказалось, что я какой-то должник. То есть я, оплатив квитанцию месяц назад, чтобы я не оказался должником каким-то. Вот это меня больше всего беспокоит. Чтобы потом не оказалось, что они куда-то платеж потеряли, гонец платеж не доставил, пакет в интернете не долетел, соединение разорвалось, ни единого разрыва. И, короче, вот эти все штуки у нас любимые мои. Ну, посмотрим, что будет. Придет ли в следующей квитанции мне долг. Надеюсь, что нет. Потому что надо исправно платить по счетам, чтобы потом во всякие непонятные ситуации не попадать и бегать потом, выяснять вот эти все вещи. Вчера, кстати, на канал подписался еще один человек. На данный момент 2 подписчика пока что на канале. Не знаю, насколько долго продержится 2 подписчика. Вообще, наверное, про количество подписчиков нужно рассказывать через какое-то время, потому что неизвестно, эта цифра, она же меняться может периодически, как в большую сторону, так и в меньшую. Поэтому сильно зацикливаться на этом, наверное, не стоит. Просто буду уведомлять каждые либо 50 роликов, либо 100 роликов, рассказывать про статистику, что вообще на канале. Мне самому интересно, да, я думаю, вам рассказать, как вообще все это в принципе происходит там. Надо какую-то одну планку установить. Скорее всего 100 роликов. Это будет примерно каждую треть года. Если каждый день ролик снимать, то примерно так, 3 месяца. Вот все, что я хотел рассказать на сегодняшний день. Спасибо, что смотрите ролики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно под видео, вопросы задавайте. Жмите колокольчик, чтобы уведомления приходили о новых роликах. Еще раз спасибо за просмотр, друзья. Всего доброго, до свидания.